показался и ушел. Добрый день, друзья! Мы часто с вами говорим об удобрениях, и те, кто смотрит канал постоянно, знают, что я пользуюсь самыми недорогими удобрениями. Это или бойские удобрения, или удобрения Фертика. Всегда ищу в магазинах какие-то удобрения, которые смогу применять на своих орхидеях. Но одна из моих подписчиц, даже из Ростова, написала: удобрения стали настолько дорогими, что, наверное, придется перейти на что-то из народных средств. Ну, про банановую кожуру, про чесночную воду я это все уже рассказывала. Постараюсь оставить ссылочки в правом верхнем углу и под видео. В наших магазинах я недавно приобрела вот такое удобрение акварин цветочное с великолепным составом азот, фосфор, калий и микроэлементы. Это удобрение полкилограмма, рассчитано на 50 10-литровых ведер. И стоит всего 125 рублей. Не могу сказать, что это очень дорогое удобрение, так что приобрести удобрение по приятной цене возможно. Но хочется попробовать что-то новое. Давайте я вам сегодня расскажу о свойствах корицы. Я часто упоминаю, когда срезаю цветоносы или обрабатываю корни, если вдруг что-то дорезала до живого. Но я всегда обрабатываю перекисью водорода. Ну, говорю, что можно обрабатывать и корицей. Но давайте разберемся, что же такое корица и почему мы ей обрабатываем срезы. Корица – это природный антисептик, это природное удобрение. Стоит оно немножко дороже, чем буйские удобрения, да даже не немножко, примерно в 10 раз дороже. Но применять его можно на орхидеях. Хочу вам рассказать, что корица, она тоже разная. Есть китайский коричник, а есть цейлонская корица. Для выпечки это имеет большую разницу. Китайская корица снимается кора с 7-летнего дерева и сушится на солнце. А цейлонская корица, как раз кора убирается и используются более мягкие части растений. Она с нежным очень ароматом, именно нежным, не резким, и очень сладким вкусом. Так как это более мягкие части, она ломкая. Сразу идет приятный аромат. А китайский коричник вы не сломаете никогда. У него более резкий и более знакомый нам запах. Мы вот это считаем настоящей корицей. Но для орхидей это не будет иметь большого значения, потому что свойства этих двух растений приблизительно одинаковые. Они с одинаковым составом макро- и микроэлементов, но еще и витаминов. Какой богатый состав витаминов в корице. Это витамины А, все почти витамины группы В, группы ПП, К, Е. Все витамины почти присутствуют в корице. Также присутствует фосфор, калий, кальций, цинк. Нет только азота. А так это прекрасное не только антисептик, но и удобрение. И это природное удобрение, прямо замечательное. Чаще всего мы пользуемся уже смолотой, но не корицей. Это называется не корица, это кассия. Но это для нас не важно. Мы чаще всего пользуемся вот таким порошком. В Китае это прямо самое лучшее удобрение. Но там используется кассия, ей обрабатывают и корни, и насыпают в горшки, и все хорошо растет. Единственное, что мне не нравится, предлагается прокипятить корицу и опрыскивать листья.
Но мы же с вами знаем, что при кипячении все витамины распадаются, все. Если мы положили с вами лимон в горячий чай, то мы лишились витамина С. Получили просто вкусный, сладкий, с кислинкой чай. Но витамина С там нет. Также и с остальными витаминами. Поэтому я не советую вам делать отвар из корицы и опрыскивать листья. Кстати, листья я опрыскиваю только в тех случаях, если мне нужно бороться с вредителями или же пролечить растения. В остальных случаях я не опрыскиваю листья никогда. Так вот, при кипячении все витамины у нас исчезли. Поэтому я рекомендую, и давайте с вами сделаем эксперимент. Мы сейчас насыпем вот этот порошок корицы в 2 растения. Возьмем экспериментально дендрофаленопсис, причем он молоденький. Вот это старые бульбы, а это сейчас он растит новые молодые бульбы. То есть он находится в периоде роста. И одна из, наверное, самых капризных орхидей – это орхидея Абба. Мы с вами спасали ее от одуванчика, пересаживали, наращивали ей корни. Все это было примерно 1,5 года назад. Она растет, периодически что-то хочет сделать не так. Ну, например, у нее на шее появились черные пятна, она сбросила листья, поэтому мне пришлось намазать ее 3 месяца назад небольшим количеством Максима. Самый нижний лист она оставила и не сбросила. И давайте вам сразу скажу еще одну вещь, не касается это ни корицы, ничего, но сейчас очень много появилось вот таких пятнышек и дырочек. Год назад я этого не замечала ни на каких орхидеях. Сейчас на 4 орхидеях появились вот эти, вот здесь это дырочка. Это дырочка. Причем появляется внезапно. То есть, когда я это вижу, это дырочка. Я ее рассматривала и в микроскоп. Такое впечатление, что там кто-то жил, потом прогрыз это все, вылупился и куда-то исчез. Я не могу определить, что это такое, хотя я все просмотрела. Никаких кладок, никаких яиц, там нет ничего. Просто высушенная ткань. Поэтому объяснить вот такие сейчас дырочки я не могу. Единственное, что я нашла на просторах интернета, это могут быть улитки. Вот улитки сгрызают так ткань, но улиток нет. Но если они вдруг каким-то образом появятся, я обязательно вам еще раз расскажу. Но сейчас я не могу дать объяснение вот этим, именно вот таким белым пятнам и дыркам на листьях. Наблюдаю, смотрю, как только появится какая-то у меня информация, обязательно расскажу. Давайте вернемся к нашей корице. Я хочу поэкспериментировать вот на этих 2 орхидеях, причем положить корням сухую корицу, не удобрять эти орхидеи и посмотреть, действительно ли корица оказывает такое благотворное влияние на наши орхидеи. Сразу скажу, вот здесь чистый керамзит, и вполне возможно, что после первого полива вся корица вместе с водой уйдет, и здесь не получится никакого эксперимента. А вот в таких бульбовых орхидеях у меня посадки с корой, с керамзитом, с пеностеклом и с циафлорой. Вот здесь корица может задержаться и отдать все свои питательные вещества и витамины этому растению. Давайте понаблюдаем и сделаем такой эксперимент. Я думаю, что он будет не быстрый, как всегда, но, по крайней мере, он будет. Не забываем о том, что корица антисептик, и когда мы обрабатываем какие-то срезы, она подсушивает срезы. То есть, если мы сейчас насыпем туда столовую ложку корицы, то не факт, что она не начнет подсушивать корни. Поэтому все нужно делать в меру. Я беру даже не чайную ложку, а маленькую кофейную ложку. То есть это будет примерно пол чайной ложечки.
Так, вот он, порошок корицы. Я беру вот такую ложечку и насыплю под основание орхидеи. Но вы знаете, что у меня этого нет, но часто, например, вот здесь образовалось что-то черное, тоже можно было присыпать корицей, но в тот момент я не хотела этого делать. Хотелось бы попасть именно под основание, под шею орхидеи. Даже если туда попадает влага, чтобы шея орхидеи осталась сухой. Вот такое небольшое количество корицы. Сейчас я постучу, она осыпется. Но думаю, здесь не попадет под шею, попадет сразу все ниже. А вот здесь может задержаться. И немного ее намочу. Ничего страшного, что сейчас попадает это на шею, на корни. Мне нужно смочить эту корицу, чтобы она начала работать. Это быстро все просохнет. Вот здесь корица осядет на кору. И может быть и задержится. Не спешите бежать в магазин и покупать килограмм корицы. Во-первых, кассия стоит дешевле, настоящая цейлонская корица стоит в разы дороже. И насыпать килограммами в наши горшки и думать, что это будет идеально, не нужно. Давайте посмотрим. Давайте сначала я на своих орхидеях сделаю какие-то примерно через месяц выводы. И тогда мы с вами решим, стоит вот как удобрение пользоваться корицей или не стоит. Может быть, значительно дешевле и действеннее будет вот такие простые удобрения, которые продаются в магазинах. Можно заказать на Wildberries, можно заказать на Озоне, да любое удобрение, которое будет содержать в себе макроэлементы и микроэлементы. В любом случае для наших орхидей это будет, может быть, более приемлемо, потому что все эти микроэлементы для растений находятся в хелатной форме. Ну, можно попробовать и воспользоваться корицей. Почему нет? Ждем, что из этого получится. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.